Очень захватывающее сравнение Cayenne между собой. Совсем новый Porsche Cayenne, полностью электрический, против все еще продающегося Cayenne с бензиновым двигателем. Здесь у нас базовый V6 против базовой электрической версии. Какие различия во внешности и интерьере, и в технологиях? И напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше, по самым первым ощущениям. А когда посмотрите весь обзор, скажите еще раз, остались бы вы с этим вариантом или с тем. Будет очень интересно. С вами Томас Авточувство. 4К полный экран без купюр. Начнем с новой версии, электрической. Она более обтекаемая. Аэродинамика здесь заметно лучше. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25, а у варианта с ДВС 0,35. Разница действительно большая. И все просто. Чем выше коэффициент, тем хуже аэродинамика. И по форме это отлично видно. Классический Cayenne с ДВС кажется выше, выглядит более массивно на дороге. Такой характерный, выразительный кроссоверный силуэт. Цвет Child Grey. Логика фар здесь примерно такая же. У нас Matrix LED, а в качестве опции доступны HD Matrix LED. И для электрической версии тоже. Фары здесь расположены ниже, это улучшает аэродинамику. Из-за этого взгляд уже не такой выразительный. И фирменный четырехточечный световой рисунок Porsche, такой же, как и у других электромоделей. Macan и Taycan. И да, главное отличие спереди. У электрической версии есть франк, а не привычный моторный отсек. Очень скоро покажем. Мы уже обсуждали это с Лией. Она говорит, что сперва ей больше понравилась передняя часть у электрической версии, а я в дизайне иногда чуть более консервативен. Поэтому мне все же ближе передок у ДВС варианта. В нем есть тот самый мощный, классический кроссоверный характер. Но, возможно, со временем я привыкну и к электрическому стилю. А впереди еще много различий по технологиям. В электрической версии передний отсек можно открыть жестом по капоту или просто нажать вот эту кнопку здесь. Один щелчок и крышка сама поднимается. Дополнительный замок не нужен. Спереди 90 литров, то есть места хватает не только под зарядный кабель, но и под другие вещи. А закрываем его прямо по эмблеме Porsche. Вот так. Только делать это нужно очень аккуратно, нежно. А у версии с ДВС под капотом, разумеется, стоит двигатель. Здесь 3-литровый V6 битурбо. Мощность чуть выше 350 лошадиных сил. Привод полный, как у всех Cayenne, с ДВС. И вот это крупная крышка мотора. Разгон 6 секунд до 100 км в час. У электрической версии уже свыше 400 лошадиных сил. Зависит от того, говорим ли мы о пиковой мощности в лаунч-контроле или о постоянной. И разгон 4,8 секунды до 100. Так что электрическая выходит немного быстрее. Сзади у электрической версии крупная подсвеченная надпись Porsche. Это полностью новый элемент. Световая полоса тянется поперек всей кормы, акцент здесь явно горизонтальный. И даже несмотря на более обтекаемую переднюю часть, сзади электрическая выглядит чуть более прямоугольно, если сравнивать с вариантом на ДВС. К нему сейчас перейдем. Но сначала давайте сосредоточимся на профиле сбоку и различиях именно здесь. Электрическая версия заметно ниже, и снова, форма уже не настолько классическая, не такой сверхвертикальный кроссовер. Но черты Cayenne все равно читаются. Расширители здесь тоже окрашены. Основной цвет кузова Vanadium Grey, а расширители в более темно-сером тоне. Они, кстати, всегда окрашены. Колеса 22 дюйма, стартует модель с 20-дюймовых. И совсем скоро мы посмотрим на колеса уже у версии с ДВС. Длина электрической версии 4,99 метра. И здесь еще без рамочной двери. Это сразу бросается в глаза. А теперь к отличиям у версии с ДВС. Она короче примерно на 6 сантиметров, но разница в колесной базе еще заметней. Здесь база короче на 13 сантиметров по сравнению с электрической. Тут тоже стоят опциональные 22-дюймовые колеса в таком приятном ретро-стиле. Мне этот дизайн очень нравится. Цвет Child Grey и кузов и расширители арок в одном тоне.
Силуэт здесь более классический, высокий, машина визуально кажется выше. И можно представить, что с точки зрения аэродинамики это не самое эффективное решение. Но ощущение классического кроссовера куда сильнее. Да, и колесная база ключевое отличие. Плюс здесь двери уже с рамками. Тоже одно из важных различий. Обе версии доступны или скоро станут доступны в стандартном кузове кроссовера, как этот, и также в формате купе, то есть кроссовера купе. Для версии с ДВС такая модификация уже существует, и у полностью электрической она тоже появится. А сзади, после рестайлинга, здесь тоже тянется единая световая полоса, так что общая стилистика похожа, только надпись Porsche здесь без подсветки. И забавно, что хотя спереди электрическая выглядит чуть более округлой, сзади именно вариант с ДВС кажется более круглым, почти похожим на яйцо. И, конечно, выхлопные трубы. Здесь опциональная спортивная выпускная система. По технике обеих пневмоподвеска и управление задними колесами. Но у электрической версии пневмо входит в стандарт, а у варианта с ДВС это опция. И скоро перейдем к ценам. Но уже сейчас видно, что в электрической версии немного больше технологий идут сразу в базовой комплектации. А вот запас хода, зарядка и все подобное, конечно, к ДВС не относится. Это все тема именно электрической. Батарея 108 кВт полезной емкости, по WLTP около 640 км. Реальный пробег еще предстоит проверить. Я бы предположил, что при 130-140 км в час на автобане получится примерно 500 км, то есть около 300 миль. Мы это очень скоро проверим для вас. А теперь про зарядку. Вот крышка порта, она уходит внутрь, вот так. Переменный ток 11 кВт, позже появится на 22 кВт. Постоянный ток пиково до 400 Вт. Мы это уже проверили и получили менее 15 минут с 10 до 80%. Наш экземпляр зарядился даже с 8 до 80% примерно за 14 минут 40 секунд. Так что зарядные возможности здесь действительно впечатляют, благодаря 800-вольтовой архитектуре. Переходим к интерьеру электрической версии. Сразу полностью новый кокпит. Цифровые приборы, опциональный пассажирский экран, а за ним широкая черная панель. В базе здесь была бы просто черная вставка без пассажирского дисплея. И, конечно, самое очевидное отличие – центральный экран. Он тоже имеет мягкий панорамный изгиб. Ощущение новое, особенно с таким меню. Некоторые даже говорят, что от такой картинки у них слегка кружится голова. Вот, например, карта. Вы смотрите вот на мой палец, и появляется нижняя панель. Здесь, например, выбор настроения, который влияет и на подсветку. Но эту нижнюю панель можно просто убрать свайпом. И тогда открывается полный вид всего панорамно изогнутого дисплея. Плюс в том, что элементы в нижней части экрана становятся ближе к пальцу. До них проще дотянуться. Отсюда же можно открывать и закрывать лючки зарядки. Настраивать пневмоподвеску, и визуализация действительно очень классная. Софт здесь заметно современнее, и железо работает гораздо быстрее, чем в версии с ДВС. При этом оставили классический блок климата с приятным щелчком, крутилки с металлической насечкой, регулятор громкости тоже с металлической насечкой, полностью механический. Честно скажу, мне это очень нравится. Я, может, не самый большой поклонник слегка изогнутых экранов. Он мне, по сути, и не нужен, но и не мешает, пусть будет так. Отключение предупреждения скорости в верхнем левом углу – это важно из-за европейского закона о звуковых сигналах. Руль почти не изменился, классический Porsche с настоящими кнопками. Есть и поворотная шайба, например, для выбора режима движения, а цифровые приборы – скорость у меня прямо по центру, там, где она и должна быть. И здесь, конечно, уже все показатели адаптированы под электроверсию. И заметное отличие – это центральная консоль. Мой рост – 1,89 м, и места над головой хватает, даже с настоящей панорамной крышей.
И ее, кстати, тоже можно полностью открыть. Теперь и посадки, сами сиденья вполне удобные. А если выбрать комфортные сиденья, можно получить салон без материалов животного происхождения, с ретро-тканью Pipita. Выглядит это очень стильно. И сама поверхность сиденья становится чуть мягче, плюс к этому идет руль в микрофибре Race-Tex. Начинать стоит именно с комфортного сидения и добавить вот эту ретро-ткань Pipita. Центральная консоль здесь заметно другая. Есть этот гладкий подлокотник, а вот эта часть сдвигается назад вот так. Дальше передняя секция тоже с красивой металлической насечкой. Открываешь ее вперед. И первое, что видим, новую индукционную площадку для зарядки смартфона. Если положить сюда смартфон, она магнитная, телефон автоматически фиксируется и лежит так, что зарядка идет гарантированно. И если прислушаться, сразу включается вентиляция площадки, она довольно мощная. Само отверстие не видно, но слышно, что оно работает. Также два порта USB-C. И много обсуждений вызвали вот эти адаптивные подстаканники с тканевыми вставками. Они немного играют и могут стоять в нижнем положении, или их можно вынуть, развернуть и поставить сюда выше, вот так. Тогда до них проще дотянуться. Все зависит от того, что вы ставите. Бутылки или кофейные стаканы. Это скорее такое кофейное положение. Кто-то говорит, что внизу они расположены слишком низко, и пользоваться ими менее удобно. Так что, а что думаете вы? Однозначно, кокпит здесь получился очень современным. И при этом я рад, что классические физические элементы управления все еще сохранились. А теперь версия с ДВС Cayenne V6. Салон здесь другой, может чуть более олдскульный. Руль почти тот же, те же кнопки, те же элементы управления. Так что большого отличия нет. Приборы, да, в электрической версии они, возможно, чуть шире, но скорость видна и здесь. Так что разница не критичная, скажем так. Здесь больше горизонтального акцента от экрана и нет вот этого слегка изогнутого дисплея. Честно говоря, с прямым экраном мне, наверное, даже проще. Но видно, что ПО здесь работает гораздо медленнее. Новая версия заметно быстрее. Опционально можно поставить и пассажирский экран. Мне нравится вот эта классическая ручка на центральной панели. И здесь тоже есть приятные щелчки у кнопок. Но, должен сказать, в сравнении новая версия все-таки чуть удобнее именно по эргономике. До всего проще дотянуться, даже блок климата расположен вот здесь немного удобней. А место для телефона слишком глубоко утоплено в верхней части. Пространства мало. Так что это, пожалуй, минус. А вот подстаканники. Лично мне эта адаптивная система здесь нравится чуть больше. В электрической версии они мягкие, тканевые, а здесь более вертикальные, классические. Но важно помнить. В американской версии подлокотник фиксируется, а в европейской нет. И бывает, что когда кладешь сюда руку или обе руки, при торможении он может сместиться вперед. У нас такое иногда случалось в Cayenne. Так что с фиксацией, как в США, честно, лучше. Под консолью больше пространства, и компоновка здесь чуть более классическая. То есть прежние решения все-таки не исчезли полностью. Есть и пакет Sport Chrono, и знакомые элементы. Но новая версия, конечно, современней. И должен сказать, у нее есть свои плюсы и минусы. Я не самый большой поклонник слегка изогнутого экрана, но когда ПО работает гораздо быстрее, и когда все расположено чуть удобнее с точки зрения эргономики, разница ощущается очень явно. И здесь, в этой версии, нет панорамной крыши. Так что сравнение не совсем прямое. Но места над головой, конечно, тоже хватает. Посадка по сути такая же, и с базовым сиденьем, и со спортивным. Но здесь все равно сидишь выше. Это такая более классическая высокая посадка в кроссовере. Теперь задняя часть электрической версии. Во-первых, стекла. Здесь доступно двойное остекление и спереди, и сзади. Вот, кстати, это самый нижний уровень открывания заднего стекла. И еще могу показать вот такую электрическую шторку сзади. Очень классная деталь. По-настоящему люксовая опция. Интересно, что фирменный цвет лии повторяется и на внутренней части двери. В отделке дверей нет войлока, зато есть резиновый карман в самой задней секции. Сзади тоже есть сиденья с электрорегулировками, их можно двигать вперед и назад. Можно менять наклон спинки. Так получается так называемое грузовое положение. И главное, пространство для ног и головы. По сравнению с версией на ДВС,
У электрической колесная база длиннее, так что места для ног тут действительно много. Даже если впереди сижу я, высокий взрослый. И в этой версии с панорамной крышей у меня все равно остается запас по высоте, при росте 1,89 м. И снова электрическая шторка. Посадка здесь более вертикальная, если хочется вот так, или можно немного откинуться назад, изменив угол спинки. Если у вас кожаная отделка и вот эта раздельная конфигурация сидений, боковая поддержка будет довольно жесткой. Посмотрим, как это выглядит по сравнению с версией на ДВС. Теперь задний ряд у Cayenne с ДВС. Да, здесь уже нет безрамочных дверей, все выполнено плотнее, добротней. И, честно скажу, отделка двери внутри здесь даже получше. Дальше регулировка сидений. Их тоже можно двигать вперед и назад, но вручную. И главное, пространство. Для ног здесь тоже все в порядке, никаких проблем. Но должен отметить, в электрической версии места все же немного больше. Хотя это не такой критический момент. Не вся разница в длине базы превращается в дополнительное пространство для ног. Здесь тоже все нормально и по ногам, и по голове. Так что по комфорту я бы сказал почти одинаково. Не самый принципиальный пункт. Теперь багажник. В электрической версии 708 литров в грузовом положении. Вот эта верхняя шторка. Ее можно сдвигать вперед или назад вот так. Под полом дополнительное пространство. Подходит и для зарядного кабеля, хотя у вас есть еще и передний отсек Франк. И интересный момент то, что он называет грузовым положением. Это когда спинки стоят максимально вертикально, и сиденье можно сдвинуть чуть вперед. Вот так это максимум. И разница действительно ощутимая между самым задним положением и самым передним. А как это выглядит в версии с ДВС? И вот здесь есть кое-что необычное. Багажник Cayenne с ДВС, вид именно со стороны багажника, 770 литров в грузовом положении, то есть тоже при максимальной вертикальной спинке. Здесь я тоже сдвинул сиденье вперед и поставил спинку максимально вертикально. Ширина чуть больше метра, и в обеих версиях она одинаковая. И длина тоже примерно метр, здесь разницы нет. Главное отличие, и это меня до сих пор немного удивляет, на бумаге эта версия на 10 литров меньше, но по высоте выигрывает. У электрической высота вот здесь заканчивается примерно на 70 сантиметрах. Вот такая разница по высоте между электрической версией и вариантом с ДВС. Так что если вам нужна большая высота багажника, эта версия подходит лучше. Но при этом, что забавно, из-за формы вы почти не теряете литры в электрической версии. Любопытно. А что по цене? А по цене все просто. Обе версии стоят дорого, потому что обе в базе, и Cayenne V6 с ДВС, и Cayenne Electric стартуют чуть выше 100 тысяч евро. И разница между ними всего несколько тысяч. Зависит от рынка, но в целом почти одинаково. Дальше уже смотрим, что будет с лизингом и как себя поведут остаточные стоимости. И если начать добавлять опции к этой версии на V6, легко можно накинуть еще 50 тысяч евро. Как она стоит здесь, примерно 155 тысяч евро. Ну и электрическую версию тоже можно прилично донастроить, конечно. Хотя в базе там уже больше оснащения. И если посмотреть, что вы получаете в базе, и как быстро едет электрическая версия, то можно сказать, что она выглядит выгоднее по соотношению цена-характеристики. Однако по опыту прошлых лет остаточная стоимость все еще выше у моделей с ДВС. Так что, как я и говорил, важно смотреть на лизинг и на ситуацию в конкретной стране. Что касается дизайна экстерьера, должен признать, что спереди мне чуть больше нравится версия с ДВС, но сзади, как по мне, электрическая выглядит немного интереснее. И, конечно, у классической версии более такой утилитарный характер кроссовера. Силуэт выше, выглядит сильнее. А у электрической сразу заметен акцент на аэродинамику. В салоне, с одной стороны, много общего. В электрической чуть больше места для ног и полностью новый кокпит со слегка изогнутым экраном. Он смотрится однозначно более современно.
Что мне действительно кажется крутым, в новой электрической версии появился интерьер без материалов животного происхождения. Пусть это всего один вариант, но он хотя бы есть. Так что это хороший шаг вперед. По багажнику обе версии в повседневности реально удобны. А поскольку мы уже ездили на обеих версиях, едут они обе отлично. Но если убрать из уравнения звук ДВС, я должен сказать, что электрическая версия едет даже чуть лучше. Даже чуть спортивнее. По отклику, по реакции. И для меня это стало довольно неожиданным открытием. И да, у электрической версии есть и ощутимая прибавка по производительности. В итоге все опирается в личные предпочтения и, думаю, в первую очередь в инфраструктуру зарядки. Если она у вас уже есть, то с таким большим аккумулятором запас хода будет в порядке, и заряжается эта версия очень быстро. Так что разница между зарядкой на станции и обычной заправкой на бензоколонке уже не такая большая. Очень интересно увидеть все сходства, но и отличия тоже. И вопрос, какую версию выбрали бы вы? И какую выбрал бы я? Я немного... Да, еще не на 100% определился. Наверное, дело в том, что спереди мне все еще очень нравится версия SV6. Но с другой стороны, это электрическая, с возможностью приобретения интерьера без материалов животного происхождения, тоже выглядит очень убедительно. И, например, система налогообложения в Германии – это серьезный аргумент в пользу электрической версии. То есть я бы действительно экономил много денег, если бы выбрал именно электрик. И хотя эмоционально я все еще слегка тяготею к ДВС, который, кстати, будет продаваться на всех основных рынках, может в каких-то странах будут предлагать только электричку, если там безумные налоги на ДВС, но на большинстве рынков доступны обе. Думаю, несмотря на мою симпатию к V6, с учетом интерьера без материалов животного происхождения и налоговых преимуществ, я бы, скорее всего, все же выбрал электрическую версию. Вот к такому выводу я прихожу сегодня. А вы что думаете? Напишите в комментариях, какая версия вам нравится больше. И смотрите больше материалов о Cayenne здесь, на нашем канале.